Президент Франции Эммануэль Макрон 5 мая в рамках государственного визита посетит Гюмри и примет участие в масштабном концерте. Это следует из проектов решений, представленных на заседании правительства. Согласно документам, 5 мая на площади Варденанс в Гюмри планируется проведение большого культурного мероприятия, посвященного дружбе между Арменией и Францией, а также углублению двустороннего культурного сотрудничества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя предстоящий визит, отметил, что в ходе обсуждений в Париже с президентом Макроном рассматривался вопрос о втором городе, который французский лидер должен посетить в рамках государственного визита. В соответствии с дипломатическим протоколом, такие визиты не ограничиваются только столицей принимающей страны. По итогам обсуждений было принято решение, что этим городом станет Гюмри. Вечером 5 мая в Гюмри на площади Варденанс состоится большой концерт с участием армянских и французских исполнителей, который станет символическим элементом визита. Пашинян выразил уверенность, что жители Гюмри окажут президенту Франции теплый и достойный прием, подчеркнув, что Макрон на протяжении всего своего президентского срока последовательно занимал позицию защиты интересов Республики Армения. По словам премьер-министра, визит французского лидера и его супруги станет важным событием не только для Гюмри, но и для всей страны, демонстрируя высокий уровень армяно-французских отношений. Согласно опубликованной программе, государственный визит Эммануэля Макрона в Республику Армения продлится с 3 по 5 мая. В рамках визита президент Франции примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване. Запланирована частная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Франции, после которой пройдет расширенная встреча делегаций двух стран. По итогам переговоров ожидается подписание документов, а также совместные заявления лидеров для средств массовой информации. Программа визита включает посещение мемориального комплекса Цицерна-Каберт, где президент Франции почтит память жертв геноцида армян, а также визит в Матанадаран. Предусмотрена и встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Завершающим этапом визита станет поездка Макрона в Гюмри в сопровождении премьер-министра Армении, где французский лидер отдаст дань памяти жертвам разрушительного землетрясения 1988 года и посетит концерт «Музыкальный мост. Армения-Франция». Отметим, что одним из ключевых моментов этого визита станет подписание исторического документа о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией, который будет охватывать все направления, от экономики до военно-оборонного сотрудничества. На фоне этих событий стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашен на 8-й саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване 4 мая 2026 года. Официального подтверждения участия Анкары на данный момент нет. По правилам Европейского политического сообщества участие возможно исключительно на уровне главы государства, и в случае отказа Эрдогана Турция не будет представлена на саммите. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев уже официально отказался от участия. Потенциальный визит Эрдогана в Ереван рассматривается как возможный исторический шаг в контексте нормализации армяно-турецких отношений, хотя его реализация остается под вопросом. Параллельно с визитом Макрона усиливается и политическая риторика во Франции, связанная с армянской тематикой. Депутат Европейского парламента от Франции и один из наиболее вероятных кандидатов в президенты страны от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил с заявлением, посвященным памяти жертв геноцида армян. Он напомнил, что 24 апреля 1915 года в Константинополе османские власти арестовали, депортировали и уничтожили более 600 представителей армянской элиты, что стало прологом к геноциду, унесшему жизни более миллиона армян.
По его словам, Франция не забывает эту трагедию и продолжает подтверждать прочность человеческих, исторических и культурных связей с Арменией. С аналогичной позицией выступила и его политический союзник, депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что 24 апреля является днем памяти геноцида 1915 года против армянского народа и символом братских уз, связывающих два народа. Ле Пен отметила, что армяне по сей день живут в регионе, подверженном нестабильности и неопределенности, и выразила надежду на торжество мира, безопасности и справедливости. По ее словам, память о геноциде – это отказ от забвения, защита исторической правды и уважение к жертвам. Таким образом, даже в перспективе смены власти в Париже сохраняется устойчивый проармянский вектор французской политики на Южном Кавказе, что указывает на институциональный, а не персональный характер этой линии. На военно-техническом направлении Франция также демонстрирует активность. Газета «Le Parisien» сообщает о разработке новых боеприпасов для истребителей «Рафаль», предназначенных для борьбы с беспилотниками. Поводом стали случаи перехвата дронов в Персидском заливе, когда французские самолеты использовали дорогостоящие ракеты «Мика», что оказалось экономически неэффективным. В районе авиабазы Истер был замечен «Рафаль» с новым пусковым контейнером Телсон 12GF, разработанным компанией TDA Armaments для запуска ракет Акулеус ЛГ калибра 68 мм. Эти ракеты имеют длину около 1,4 метра, вес 8,8 килограмма, дальность до 5 километров и оснащены лазерной системой наведения. Париж также выразил готовность оказывать помощь странам Персидского залива в сфере безопасности на фоне сохраняющейся региональной напряженности. На этом фоне обостряются отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Посол ЕС в Баку Мариана Куюнчич 1 мая была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ей была вручена нота протеста в связи с резолюцией Европейского парламента, принятой 30 апреля. В Баку заявили, что документ содержит необоснованные и предвзятые положения в отношении Азербайджана. Азербайджанская сторона отвергла утверждение о необходимости возвращения армянского населения в Карабахский регион, назвав их вмешательством во внутренние дела страны, и настаивала на версии о добровольном исходе армян. Также были отвергнуты обвинения в незаконном удержании армянских пленных и уничтожении армянского культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе. Европейской стороне было рекомендовано воздержаться от шагов, которые, по мнению Баку, наносят ущерб отношениям между Азербайджаном и ЕС, а также процессу мирного урегулирования в регионе. В развитии этой линии Милли Меджлис Азербайджана принял решение о приостановке всего спектра сотрудничества с Европейским парламентом. Проект решения был рассмотрен и одобрен на пленарном заседании парламента. В соответствии с ним прекращается взаимодействие по всем направлениям, а также участие азербайджанского парламента в работе Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз Азербайджан, что свидетельствует о дальнейшем углублении институционального кризиса в отношениях между Баку и европейскими структурами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.